Не все вопросы влезли в первую часть, поэтому держите вторую. Алексей просит тебя проассоциировать своих тиммейтов с любым героем из Доты. Dandy, maybe Shadow Finn because he's dancing and Taunt is dancing. Vitya, some funny hero that is trolling, that is strong also. Tiny, but he wants to grow up. He's like tiny and he wants to grow up by every level. He's getting bigger and bigger. Now I'm at what level? First level? Not first, but you upgraded one time. Yeah, yeah. But he wants to be bigger and bigger. About Vlad, Vlad is a bit quiet and shy. Phantom Assassin, maybe. Супер секси чика. Like he's shy, but he can be really tough in the game. So maybe Phantom Assassin. Or Lil, let's think. Some hero that's like to take photos. Invoker. Oh yeah, Invoker. He likes to look in the mirror and say, I am so cool, maybe. And be like unique, because Invoker is unique. So maybe that's them. Maybe me. I like to be Rubik, because he's trolling and he can be anything. I just realized that he just looks like Timberstore. Риэйн прислал вопрос. Какой момент в твоей длительной карьере ты считаешь самым важным и самым определяющим? When I joined Na'Vi 2011, it changed my life. Даня, ты не пробовал подстричься коротко или же вообще на лысо? На лысо не пробовал, а короткая стрижка — это смотря насколько короткая. Была довольно-таки короткая пару раз стрижка. Пробовал. Эмиркуль Хаким задал сразу несколько вопросов. Генерал, кто самые лучшие оффлейнеры в текущей мете? Сколько часов в день ты играешь в доту? И как можно улучшить свой скилл, чтобы стать про-плеером, как и ты? Бист Бэтик. От 6 до 14. Много играть и смотреть свои реплей. Ну, иногда можно на них посмотреть. Вопрос от Айзы. Генерал, какой дота-аннаунсер тебе больше всего нравится? Дефолтный, самый дефолтный. Я не знаю, какой это дефолтный, но вот самый простой, без анонсеров. Дима Тяпков интересуется. Какое твое отношение к девам, которые играют в Доту 2? Девы — это он имеет в виду знак зодиака. Чуть хуже, чем к скорпионам, чуть получше, чем к овнам, но совсем не так хорошо, как к козерогам. Вопрос от Марка Тисмуса. Ты учишься в университете? И если да, то как тебе удается совмещать игру в доту с учебой? Я сейчас уже не учусь нигде, только играю в доту. Забросил учебу на 2-м курсе. Веришь ли ты, что, став капитаном, ты сможешь улучшить драфты и выступления команды в целом, спрашивает Матеус Торрес. Ну, я считаю, что, возможно, было бы по-другому. Лучше или хуже, я не знаю точно. Но было бы по-другому. Допустим, если говорить про Даню, он проявил огромное желание драфтить и быть кэпом. Мы не можем как бы гасить его вот этот порыв. И поэтому дали ему такую возможность. Вот это время, которое у нас будет 3 турнира, поэтому он этим занимается. Вопрос от Ромы. Дэнди, какой самый противный саппорт для тебя в нынешней мете, не считая Наги и Дизраптора? И пробовал ли ты Титана на керри? И если да, то как он тебе? Элдер Титан пробовал, ничего такой, но есть герои получше. Марк спрашивает. Дэнди, если у тебя появится возможность, то будешь ты вновь играть на Пудже? Если у меня будет шанс, я обязательно ворвусь на Пудже снова. Генерал, прошли слухи об одном очень мощном существе в доте по имени Рошан. Так вот вопрос в следующем. Планируешь ли ты хотя бы раз убить его во время следующего мейджора? Вопрос прислал Коля Хомич. Холли Хомич красавчик, четко. Наверное, на интернешнале убьем пару раз. Клавдия попросила тебя назвать самую странную привычку твоего соседа по комнате. Чесать голову. Очень много и очень часто. И ночью. Что ты испытываешь? Раздражение? Смех. Томас Прието спрашивает. Кристаллайз, в каком возрасте ты начал играть в доту? Начал играть в 2013 году, после того, как забросил WoW, посмотрел видео про доту и начал в нее играть, но играл с перерывами, потому что иногда надоедало, и
играл в это время в КС. Было мне тогда 13 лет. Дранкен Шепард прислал вопрос. Вопрос к Лил. Готов ли ты при необходимости взять на себя роль капитана и драфтера и брать на себя ответственность за результаты команды? Как ты считаешь, вырос ли ты в персональном плане до того уровня, чтобы быть локомотивом команды? Да, конечно, я предлагал ребятам, когда мы только собрались, предложил свою кандидатуру, так как у нас нет очевидного лидера. Сказал, что, ребята, я готов даже поменять позицию, заниматься всем этим, придумывать, тратить огромное количество времени на просмотр реплеев топовых команд, придумывать какие-то стратегии, драфты и все такое. Но опять же, как я повторюсь, мы вместе с командой решили, что пока этим будет заниматься Даня. Если говорить про мой личностный, то да, после всей этой ситуации с Virtus.pro и вообще, я считаю, что я довольно сильно вырос, повзрослел. Не только как игрок, а как человек. И совсем по-другому смотрю на мир. Я думаю, я, в принципе, готов был бы быть лидером. У меня всегда были какие-то задатки, но всегда существовал другой человек, у которого были более ярко выражены лидерские качества, поэтому мне было тяжело. Сейчас же я считаю, что я готов, да. Вопрос от Лени. Даня, собираешься ли ты менять свою позицию в команде или, может быть, расширить свой пул героев, потому что SF, Аквапы и Вайпера сейчас недостаточно, чтобы выигрывать в доту? Есть шанс, что я сменю позицию, если нужно будет. И я постоянно работаю над расширением своего hero пула. Вопрос от Джулиуса. Дэнди, насколько тебе или твоим тиммейтам сложно принимать в команду новых игроков? Все зависит от человека. С некоторыми людьми попроще, с некоторыми посложнее. Все люди разные, но мне довольно-таки легко. А так, наверное, у каждого надо спрашивать. Вопрос от Арджана Талисика. Какие самые грубые ошибки может допустить оффлейнер? Наверное, уходить в лес, потому что если ты уходишь в лес, у вражеских саппортов развязываются руки, керри все добивает и все донает, и сейчас в лесу дают мало экспы, мало голды, поэтому это невыгодно. Корнел интересуется. Кристаллайз, как повлияли решафлы на твою игру? Я думаю, это пошло мне не на пользу, потому что я долго привыкаю к людям, подстраиваюсь под них. Пришли новые люди, поменялся плейстайл, все заново надо учиться. Немного я стал хуже играть в последнее время, и стараюсь это исправлять как могу. Алексей интересуется. Сколько рофлов завозит Витя ежедневно? Если говорить про смешные, то достаточно мало. А так, Витя достаточно забавный механизм. Он очень своеобразный парень. Не знаю, что еще сказать про Витю. Сергей Сивенков спрашивает. Почему после ухода Пупея перестали пикать таких героев, как Энигма, SF, Дарксир, Свен? И где ваш супер-пуш давления? Почему Дэнди дают не его героев? SF мы вроде бы еще пикаем. Дарксир, Энигма, Свен не сильно метовые герои сейчас, хотя Энигму мы тоже пикаем, Вите, иногда. Где наш пуш давления? Пуш давления никуда не уходил, все зависит от драфта, который мы набираем, и стиля игры, который мы выбираем во время игры. Мы пока еще со стилем игры особо не определились, потому что мы только вместе, и мы пытались фокусироваться на том, чтобы как можно меньше пробовать, чтобы что-то наигрывать. Потому что если бы мы в разные стороны разбегались во время тренировок, то выступили бы еще хуже, скорее всего. То есть нам нужно было в короткие сроки подготовиться к мажору. SF — это, в принципе, то, что у нас в каждой игре, или же он в бане, или мы его берем. Энигма. К сожалению, с уходом Пупея не очень много хороших игроков на Энигме осталось в этой команде. Дарксир тоже не получается у нас с Дарксиром. Свен, когда он был в мете, то с удовольствием мы его брали. Сейчас никто, собственно, этим героем не фанатеет особо. Посмотри, Лина в каждой игре. Никто не берет. Да, не дают привилегии. Вопрос от Хариса. Как стать топ-1 ММР и в чем секрет успеха? Да никакого секрета нет, я просто играл много и на героях, которых хотел попрактиковать в особенности. Валера Слипов интересуется. Что помогает вам поддерживать плюс мораль в играх с очень плохим стартом и выигрывать их? Наверное, желание победить. Только это. Мы понимаем, почему у нас не все получается порой. Вообще, в целом в играх, если говорить про early game, то есть мы понимаем, что мы не самые сильные индивидуальные игроки и, в общем-то, не самая сильная команда, поэтому нет ничего такого, что если мы вначале можем напортачить и проигрывать там по
нетворцем. У нас есть хорошая черта, мы очень легко приспосабливаемся к этому и можем камбэкать. Поэтому мы не дезморалимся, если у нас что-то идет не так. Есть драфты, которые нацелены на то, чтобы выиграть линии, а есть драфты, которые нацелены на какую-то комбинацию. Допустим, мы очень много играли Disruptor Naga. Это не самый сильный лейнинг, и это просто как бы камбэк в игру. Поэтому саппорты получают 6 уровень, и начинается игра. Ягура Нагасаки прислал вопрос. Кто твоя вайфу? Я даже не знаю, что это. Я знаю, тут одно слово. Моя вайфу Асуна. Все. Вайфу — это типа чичика твоя? Не, А что это значит? не надо. Лил, давай на чистоту. Видишь ли ты потенциал у текущего состава? И если да, то какое количество времени вам потребуется для того, чтобы сыграться? Но я считаю, что потенциал у нас есть, и вообще он есть у каждого человека, все зависит от его желания. То есть я считаю, что если человек горит чем-то, и он действительно хочет, нет предпосылок к тому, что у него не получится. Есть такая интересная фраза: не существует рамок для того, кто не желает их видеть. И поэтому я считаю, что у нас все как бы горят дотой, горят тем, чтобы у нас все получалось, и я думаю, со временем у нас будет все получаться. Твой любимый герой и твой лучший герой. Вопрос прислал Густав. Не знаю, сложно сказать. Любимый герой, наверное, Рубик. Второй, наверное, Шейкер. Лучший герой сложно тоже сказать, потому что все герои, они очень разноплановые. Но пускай будет Рубик. Жалко, мне не было крутой возможности всем показать мою скиллуху на нем, но так получилось. Я считаю, что я довольно хорошо на нем играю. Маурицо пишет. Лил, ты мой самый любимый игрок в Dota 2. Расскажи, что самое лучшее в том, чтобы быть проигроком? When you're a pro player, you can easily pick up girls. На самом деле достаточно много приятных вещей и бонусов. Узнаваемость, то, что ты занимаешься любимым делом, то, что твое любимое дело приносит тебе определенный доход, то, что ты общаешься с огромным количеством людей интересных, которые не все даже связаны с дотой. Путешествия, не знаю, чувствуешь себя человеком и значимым. Это, наверное, очень круто. Гило спрашивает. Лил, если бы тебе предложили перейти в другую команду Тир-1 уровня, например, в Secret или в Liquid, согласился ли бы ты на такое предложение? До того, как я попал в Нави, конечно, я бы подумал над этим предложением. Не потому, что я там не сильно хотел в Нави или я, что-то связанное с Нави. Изначально я очень хотел быть в Нави, и у меня иногда проскакивала мысль, что я хотел бы играть в европейском коллективе, что это совсем другой менталитет, совсем все по-другому. Люди по-другому смотрят на жизнь. Возможность личностного роста в том плане, что приходилось бы чаще выезжать за границу, чаще общаться по-английски, и я думаю, это здорово. А так, почему бы нет? Вот это я зануда, это просто... Не, мне нравится наоборот. Типа... Да, Стас? Не, все good. Зануда или... Зануда. Яна Химченко задала вопрос. Что оказалось самым сложным в работе тренера? Отсутствие возможности повлиять на конечный результат. То есть долгий путь какой-то там вы проделываете вместе, а потом в конце ты только смотришь, как все происходит. То есть ничего нельзя с этим поделать. Можно потом, можно обговорить, провести работу над ошибками, и вроде как в следующий раз все должно быть по-другому, но не всегда. То есть и вот эта вот обреченность при просмотре, ты понимаешь, что зачем, как. Это действительно сложно. Это то, с чем я пока... я справляюсь с этим, но с трудом. Ребята, спасибо большое за вопросы. Присылайте еще. Будем отвечать вообще с кайфом на любые, которые вас интересуют. С кайфом. Самые заковыренные вопросы, на все ответим. На все. Мы всю подноготную наверх поднимем. Мы все узнаем про каждого. Спрашивайте. Спасибо за внимание. Дай вам всем его. Спасибо за вопросы, спасибо за подписку. За сына, за дочь, за день, за ночь.